Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я хочу вам показать довольно старую масштабную модель легкового автомобиля марки Mercedes-Benz, модификация 300D, кузов W189, которая копирует прототип 1957 года. Эта модель в дилерском исполнении, она сделана на пресс-формах XO Models, ее продавали в свое время в различных представительствах данной марки по всему миру. И свою модель я купил в местном представительстве марки Mercedes-Benz и заплатил за нее, по-моему, 15 евро. Эти модели в то время продавали за 20 евро, но на эту машину была скидка, потому что она уже была снята с производства, и мне удалось ее приобрести в целом по хорошей для этого уровня проработки цене. У меня в коллекции довольно много автомобилей данной марки. Если суммарно взять все мои модели, то, пожалуй, Mercedes-Benz будет в приоритете. И у меня в коллекции не только легковушки, но и гоночные болиды, также различные грузовики и автобусы. И многие модели я вам уже демонстрировал на своем канале. Если брать данный Mercedes в кузове W189, то его на сегодняшний день предлагают два производителя. Первая, более старая модель от итальянской компании Rio Models. У меня, кстати, тоже такая модель есть в коллекции. У нее больше отдельных элементов, но более грубая детализация. И если сравнивать две масштабные копии, то, конечно, тут модель от XO будет лидировать. Несмотря на то, что она сделана чуть проще, она в целом более точно повторяет образ настоящего прототипа. И именно поэтому я приобрел эту модель в свою коллекцию, несмотря на то, что у меня уже был подобный аналог. Помимо дилерского исполнения, такой Mercedes-Benz также выходил в коробочке XO Models. Он стоил чуть дороже, чем дилерское издание. Модель отличалась цветом. Она была темно-синяя, и у нее был другой флаг. Кстати, на дилерском исполнении немецкий флаг, на модели от XO флаг Никарагуа, если мне не изменяет память. Также такая модель выходила в журнальной серии Mercedes-Benz Collection. Там автомобиль был окрашен в классический черный цвет, но у него уже отсутствовал флагшток. И такая модель также выходила в коробочке White Box. По-моему, там тоже был автомобиль в чисто черном цвете. Его тираж составлял 1008 единиц. И был двухцветный вариант, черный низ и серый верх. Тираж тоже составил 1008 единиц. И эти модели сейчас можно встретить только на аукционах. И еще я видел один вариант в хромированном исполнении. Это была тоже одна из журнальных серий от Atlas. У меня, кстати, в хромированном исполнении тоже есть одна модель. Правда, это не Mercedes-Benz, а спортивный автомобиль Bugatti. И если у вас будет интерес, я тоже сделаю на эту модель детальный видеообзор. Если говорить об различных Mercedes-Benz в дилерском исполнении, то для этой марки делали разные фирмы, масштабные копии, такие как Mini Champs, Spark, были даже модели от Neo. И у меня много моделей, сделанных из эпоксидной смолы, и, честно сказать, мне они по сегодняшним меркам нравятся даже больше, чем аналоги из металла. Хотя есть противники подобной технологии изготовления, и они предпочитают классические die-cast модели. Сегодня для сравнительного видеообзора я вам приготовил еще один Mercedes-Benz в другом кузове, и эта модель из журнальной серии. Мы как раз посмотрим, чем отличается чисто журнальная модель от более дорогостоящего варианта. Давайте начнем с упаковки. Здесь довольно симпатичная коробочка в черном цвете. На ней указан прототип Mercedes-Benz 300D, кузов W189, года производства 1957 по 1962 год. Есть также значок данной марки. На задней стороне есть различные картинки. Также есть коды моделей, по которым можно было в свое время их приобрести у официального дилера. И здесь представлены различные автомобильчики, которые входили в данную классическую серию. На нижней стороне есть различная информация, с которой можно ознакомиться. Эти модели изготовлены в Китае, сделаны компанией Premium Collectibles для Mercedes-Benz. Но еще раз повторюсь, это все подразделение XO Models.
Давайте распакуем коробочку. Здесь также на задней стороне коробки есть картонка с фотографией настоящего автомобиля и есть различная техническая информация на боковинках, которая касается настоящего прототипа. Стандартный дисплей-кейс. Точно такие же дисплей-кейсы вы можете встретить у производителя Whitebox. И точно такой же дисплей-кейс был на моделях из журнальной серии Mercedes-Benz Collection. На подставке тоже указана модификация данного Mercedes, год производства. В целом довольно хорошая покраска. Нету видимых пятнышек клея. И детали более-менее аккуратно установлены в свои посадочные места. И здесь тоже довольно интересное решение. Например, бампера сделаны в хроме, а молдинги на боковинах и окантовка стекол, также колесные диски, просто обозначены серебристой краской. Хотя эти детали тоже можно было бы сделать в хроме. Не знаю, почему такое решение. Возможно, решили немножко сэкономить. Задние фонари здесь раскрашены. Их можно было бы сделать в виде прозрачных деталей, но опять же здесь производитель решил сэкономить. Просто сделал хромированную подложку и сверху нанес красный и оранжевый лак. Установлены регистрационные номерные знаки. Это декаль. Также есть значок Mercedes-Benz. Циферки 300. Покрышки здесь с вайт-волами. Окрашен интерьер, сиденья серого цвета, также дверные карты серого цвета, обозначены рукоятки стеклоподъемников, ручки открывания дверей. Панель приборов здесь выполнена в коричневом цвете, скорее всего, она имитирует деревянную поверхность. Стеклоочистители здесь из пластика, выполнены в хроме, установлено зеркало заднего вида, также присутствует антенна, правда она не очень ровная, и установлен флаг. Тоже довольно интересный элемент, который добавляет этому автомобилю более эксклюзивный, если можно так сказать, вид. Модель прикручена винтиком под треугольную отвертку. Давайте я откручу эту масштабную модель от подставки, покажу, как у нее сделана нижняя часть, и тогда мы сравним ее с другой моделью из журнальной серии. Проработка днища, конечно, оставляет желать лучшего. Все очень примитивно обозначено. Также указан масштаб 1 к 43, прототип Mercedes 300. И, скорее всего, эта модель также была сделана для журнальной серии от Atlas Collections, поэтому не стали менять плашку днища. Обозначена серебристой краской задняя часть выхлопной трубы. Покрышки здесь не очень ровные, имеют довольно выразительный протектор. Ну и по большому счету здесь больше не на что смотреть. Давайте обратно прикрутим модель к подставке, чтобы ее было легче держать в руках. У меня специальная отверточка под треугольную шляпку. Я ее покупал в одном из модельных магазинов. И ее продают за 1,5–2 евро. Так что, если у вас нету подобного инструмента, просто обратите внимание на него в различных европейских интернет-магазинах по продаже масштабных копий. И давайте посмотрим на другой Mercedes, который есть в моей коллекции. Он поставляется в блистере. Это модификация 180. Машинка в довольно интересном синем цвете. У меня также такой Mercedes есть от производителя Mini Champs. У него лучше детализация, ну и соответственно модель стоит значительно дороже. Как вы можете видеть, у обеих моделей есть различные упрощения. Например, дверные ручки просто обозначены серебристой краской.
Похожие стеклоочистители в хроме, похожее зеркало заднего вида. Преимущество у модели в дилерском исполнении – это детализация значка. Как можно видеть, на модели и журнальной серии он сделан без сквозных отверстий, и также у журнального изделия хуже сделана облицовка радиатора. На модели в дилерском исполнении зачернены отверстия, а здесь просто все в хроме. У журнальной модели также присутствуют регистрационные номерные знаки, более-менее нормально сделаны колесные диски, колпаки выделены хромом. Днище, по большому счету, особо в плане проработки не отличается, поэтому нету смысла откручивать эту масштабную модель от подставки, чтобы показывать его вам. Задние фонари по технологии изготовления тоже очень похожи. Вот такой в целом довольно симпатичный автомобильчик, который вы сейчас можете встретить на различных аукционах. Цена на него немножко подросла, но незначительно. Так что если у вас нету похожей модели в коллекции и вы собираете автомобили данной марки, то можете смело приобрести его в свою коллекцию и поставить на полочку. Пишите ваши комментарии, что вы думаете о дилерских моделях автомобилей марки Mercedes-Benz в масштабе 1:43. Какие масштабные копии есть у вас, на какие модели вы бы хотели в будущем увидеть видеообзоры. Если вам понравился данный видеоролик, не забывайте поддержать его лайком. Также вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке. Жмите на колокольчик, если вы не сделали этого раньше. И можете заглянуть и подписаться на мой второй канал, там тоже выкладываются видеоролики на масштабные модели из моей коллекции. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока-пока.